Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с очень необычным растением, о котором многие даже не слышали. Тем не менее, оно довольно универсальное и отлично подходит для вертикального озеленения сада, балкона и даже домашнего интерьера. Знакомьтесь, это обильно цветущая и причудливая на вид лиана под названием анредера или бусингольция. Растение очень неприхотливое и засухоустойчивое. Эта лиана относится к клубненосным растениям семейства базиловые. Чем она необычная? Да, наверное, всем. Не зря анредеру еще называют клубневое чудо. Растение отличается своей причудливой красотой и быстрым темпом роста. Анредера легко достигает 2,5–3 метров в высоту, обвивая своими гибкими побегами практически любую опору. На своей родине, Южной Америке, анредера вырастает на 8-метровую высоту. Преимущество растения в том, что с его помощью вы сможете прикрыть любое неприглядное место в саду. Эта лиана своей зеленью и длинными соцветиями закроет неказистый забор, совьет садовую арку, стену хозяйственной постройки и не только. Из нее можно вырастить красивые цветущие ширмы или создать декоративный навес. Ветки анредеры способны покрыть приличную площадь. Если ей не предоставить опору, она станет разрастаться по земле, укрывая своими плетями территорию. Растение может легко забраться на рядом растущие многолетники, кустарники и деревья, образуя висячие сады и зеленые шалаши. Бусингольция очень выносливая и особого ухода не требует. У нее декоративная сердцевидная листва с наличием характерного блеска. В зависимости от разновидности листья могут быть с волнистым краем, более крупные и средних размеров. У анредеры они довольно плотные и глянцевые. Ближе к верху поменьше размером, а у самого основания очень крупные. Также есть растения с ярко выраженными стеблями свекольного цвета. Но больше всего восхищает эта лиана своим роскошным видом в период цветения. Он начинается приблизительно в августе и продолжается до глубокой осени. Таких причудливых удлиненных соцветий, как у бусингольцы, вы не встретите ни у какого растения. Длинные цветочные кисти массово образуются в пазухах листьев. Со стороны растение напоминает огромный цветущий водопад. Более того, этот роскошный фонтан еще очарует вас своим приятным сладостным ароматом. Сами цветочки не крупные. По виду напоминают маленькие белокремовые звездочки диаметром не более 1 см. Зато длина соцветий внушительная. Цветочная кисть анредеры достигает 25 см. И таких на растении множество. Конечно, при условии посадки на солнечном участке. Эта лиана любит много света и тепло. Однако при всей своей экзотической красоте растение довольно неприхотливое, но эту лиану в тени не стоит сажать. Там цветения можно и вовсе не дождаться. Бусингольцы также не подходят подтопляемые и сырые места. Из минусов у этой теплолюбивой культуры на зиму отмирает надземная часть. Садоводам средней полосы анредеру лучше выращивать в контейнере, чтобы с похолоданиями срезать побеги и занести растения в прохладное помещение. Но многие с успехом выращивают анредеру в открытом грунте и поступают гораздо проще. С приходом первых заморозков выкапывают ее клубни и хранят их до весны в прохладном месте, например, как мы храним картофель. Клубни укладывают в картонный ящик или бумажный пакет, сверху даже не присыпая землей. В конце апреля, в мае, в зависимости от региона, их высаживают в сад на хорошо освещенном участке. Вы удивитесь, но у этой лианы съедобные листья, выводковые почки и корни клубней. Их используют для приготовления первых блюд, запекания и салатов. В некоторых странах анредеру называют картофелем бедняка. Лиана обладает целебными свойствами. Сок листьев и корней имеет антисептические свойства, хорошо заживляет порезы и раны. Растение также радует своим простым способом размножения. Вы можете укоренить не только клубни,
но и стебли, а также выводковые почки, которые со временем нарастают в пазухах листьев. Эту универсальную лиану можно с успехом выращивать и в саду, в открытом грунте, и как контейнерную культуру в домашних условиях. Если вы захотите приукрасить вид своего городского балкона, бусингольция легко справится с этой задачей. Только предоставьте ей хорошую опору. С холодного балкона на зимовку горшок придется занести в комнату. Анредера с легкостью преобразит любой интерьер, террасу или загородный участок. Растение быстро развивается и уже за короткие сроки завивает приличные по высоте и ширине вертикали. При зимовке в теплом помещении лиане потребуется дополнительное освещение, так как анредера листья не сбросит. Если же вы занесете контейнер в прохладное помещение, то без яркого света можно обойтись. Такое растение отлично переносит жару и покажет всю свою декоративность на солнечном расположении. Оптимальная летняя температура для анредеры плюс 27 градусов. Зимой ее можно содержать в помещении с температурой около плюс 10-15 градусов. При более прохладном содержании надземная часть бусингольцы отмирает. Но с потеплением эта лиана быстро наращивает свою зеленую массу. Еще один плюс данной культуры в том, что она спокойно переносит сухой воздух наших жилых помещений. Возле нее не потребуется ставить бытовые увлажнители и часто опрыскивать крону. Но анредеру нельзя заливать. Этой засухоустойчивой лиане частый полив не подходит. Всю лишнюю воду с поддона придется сливать. В основном же выращивать такую лиану несложно. Контейнер для растения лучше сразу подобрать объемный, чтобы со временем лиану не пересаживать. Побеги бусингольцы достаточно ломкие и при неосторожном движении могут надломиться. Грунт для этой лианы используют питательный. Можно брать покупной универсальный субстрат. Для анредеры важна хорошая влага и воздухопроницаемость. На дно контейнера обязательно укладывать слой дренажа. Застой влаги может привести к подгниванию клубней. Эта лиана относится к растениям, которые легко переносят жару и засуху, а вот застой воды пойдут ей во вред. Особенно осторожно надо быть с поливом в холодное время года. При переизбытке влаги корни будут подгнивать, а листья желтеть. Для активного роста, начиная с весны, лиану можно подкармливать комплексными составами. Но гораздо важнее для бусингольцы – это яркий свет и тепло. При удачном месторасположении она будет активно расти даже без своевременных подкормок. С помощью такой быстрорастущей лианы вы легко воплотите в жизнь разные интересные идеи по декорированию сада и интерьера. Анредера отлично подходит для вертикального озеленения, создания зеленых ширм и живых изгородей. Поделитесь своим мнением по этому растению. Не забудьте подписаться на наш канал. Это удобно, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. Если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.